Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца декабря. Давайте узнаем, что нам подскажут карты в последние дни уходящего года. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, вы словно сможете переложить на свою ситуацию и подсказку вы определенную получите. Ну или, разумеется, мы проведем с вами приятное время. Я на это надеюсь искренне. Десятка пентаклей. Захотела вам перевернуться. Карта благополучия. Вот в сторону благополучия направление. Получение денег. Кто-то, правда, получит крупную даже сумму денег. И если вы такую ожидали, и она за предыдущий период задержалась, здесь как раз может что-то такое быть. Или подарки, мои дорогие. В целом, карта именно в этой колоде говорит, ну так немножко о сбережении. У нас крысы изображены тут, а как раз эта крыса, я понимаю, у каждого свое отношение к этому животному, и тем не менее, это очень благополучный знак на сохранение, на приумножение богатства, достатка, когда мы сохраняем, и как будто вот есть такая фраза «деньги к деньгам», и мы увеличиваем или улучшаем свое благополучие в целом. Поэтому прекрасная карта вам перевернулась. Давайте пойдем дальше. И если мы говорим про, смотрите, карта самодостаточности, девятка пентаклей, правда, деньги вы получите, но это все-таки ваши планы, которые к реализации и могут потом в последующем, как и ваш статус, изменить ваше качество жизни, и когда у вас все под контролем. Вообще возможности, потому что по семерке кубков хоть и называют карты иллюзорного успеха, но глаза у нас разбегаются, значит, есть из чего выбирать. И, безусловно, по этой карте вдохновение, легкость проходит. Поездка какая-то у кого-то из вас может быть. Вопросы, связанные с детьми, или вы что-то будете планировать на далекий период времени. Может быть, это связано как раз с переездом, с перемещением, сменой вашей, как и сферы деятельности, вида деятельности или просто работы. Для кого-то работа с командировками, кто-то наоборот. От хождения в офис или в организацию всерьез задумается об удаленной работе. Сфера IT проигрывается очень хорошо по этой карте. Поэтому вполне возможно и вы будете что-то для себя менять. Но это изменит как ваше качество жизни, так и в последующем ваш статус. Тут что-то у вас может быть грандиозное, более чем. Уйти, наверное, навсегда, вот как по этой пятерке пентаклей, как и от недопонимания в отношениях раз, что проигрывается по этой карте, так и от недостатка финансов 2. Это может быть в центре внимания, вот именно как недостаток. Пятерка пентаклей всегда недостаток. Не крупная карта, но какой-то такой, видимо, эпизод мог быть в вашей жизни, который вас подвигнет на то, что вы захотите что-то менять. Итак, первый вопрос. Давайте зададим, что завершится в вашей жизни в последние дни декабря. А что нового войдет в вашу жизнь? Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чем запомнятся вам дни, последние дни декабря? И 3 важных события. Давайте 3 карты достанем, как видят. Для вас последние дни уходящего года карты. Итак, что же завершится для вас, Водолеи? Какое-то ожидание. На что-то вы либо не решались, может быть, или это, знаете, ситуация, когда нам пообещали, а мы сидим, ждем. Нам не сказали ни да, ни нет. Вы можете прийти к выводу, да надоело мне вот уже, правда, терять время, и я уже готов или готова действовать. Для кого-то из вас что завершится? Какой-то вопрос вы решите, может быть, в вашей личной жизни касаемо все-таки по королеве кубков проходят наши близкие. Или какая-то ситуация с вашим родственником. Но эта карта больше говорит о том, что скорее длительное ожидание в чем-то у вас закончится. А вообще по этой карте неспешный период. Нет какой-то
ну, какого-то ускорения, я бы сказала, даже так. Ну, давайте идем дальше. Спокойствие карта. Но кто знает, для кого-то, мы ведь спросили, что это завершается, поэтому, знаете, для кого-то из вас рутина завершается, мои дорогие. И вот так тоже может проиграться. Что же нового войдет в вашу жизнь? О, ну да, рутина точно закончится, мои дорогие водолеи. Старший аркан Колесница – это карта успеха, наших новых начинаний, это карта новых возможностей, это карта, когда вам пространство помогает, Вселенная помогает, ваши ангелы-хранители помогают. Не будет как прежде. Посмотрите, сколько красок. Красочная сама по себе карта, когда и как эмоций будет много разных, так и возможностей, когда интерес к жизни, понимаете, тут правда, игра по новым правилам, эпоха Водолея начинается, и, наверное, с переходом Плутона 21 января мы все где-то прочувствуем, вы особенно, что на повестке дня я сам. И здесь в первую очередь это как и свобода, как самовыражение. Да, не без индивидуализма, но именно это каждому из нас важно, а вам особенно. И здесь на пути к собственной мечте, где-то так можно сказать по этой карте. Самое главное, что нам говорят, не оглядывайся назад. Правда, рутина заканчивается. Какие-то сожаления заканчиваются. Если какие-то вопросы вы не решили, вы знаете, мои дорогие водолеи, махните на них рукой. Вполне вероятно, что вам в новом году это даже не понадобится. Тут именно тот может момент проиграться, когда вы чем-то занимались или прикладывали усилия. Пусть это у кого-то отношения, у кого-то работа. А здесь оно само по себе нивелируется. И нам по этой карте говорят, отпускай. Все то, что словно отталкивается и само пытается уйти из вашей жизни. И встречай все то новое, что приходит на твой порог. Правда, тут полная смена ракурса. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Людей будет много. И по этой карте есть такое значение, как соревнование, да, или все-таки семерки. Все семерки – это как воздействие на нас где-то либо от обстоятельств, либо от людей. Вот в данном случае от людей, когда что-то нужно людям. Чаще нам говорят, отступи полшага назад, как с одной стороны сохраняя нейтралитет, так и как будто нет смысла заниматься теми делами, которые нужны кому-то. Значит, вам придется где-то сориентироваться, что же это, интересно мне то или иное дело, интересен мне тот или иной вопрос. Мне нужно там вообще участвовать, прежде чем выходить на авансцену. Правда, потому что мы можем по этой карте потратить время впустую, мои дорогие. Поэтому в неожиданностях держите руку на пульсе. Правда, анализируйте где-то. По карте Колесница тут сама по себе карта неожиданностей. И в неожиданностях, если мы говорим через людей, с вами могут спорить. У нас как будто по этой карте достаточно силы и аргументов парировать. Но вам придется решать, а стоит ли даже эмоциональные силы тратить в этом направлении. Не есть какие-то неожиданности, которые, знаете, со знаком минус приходят в последние дни уходящего года. Ну вот людей будет много, это точно. Но у вас что-то очень важное на повестке этих дней, как меняется ваша жизнь, мои дорогие. Именно в лучшую куда-то сторону. Ведь по этой карте как будто наша активность, или если мы используем новые возможности, нас это приводит, ну, совершенно к другим горизонтам и к другому вдохновению. Это тоже немаловажно. Чем запомнится, посмотрите, праздник после победы. Какие-то вопросы вы точно решите, закроете словно. Но в этой колоде карт у нас семья изображена, у кого-то личная жизнь. 4 жезла. Это как 4 столпа. Это уверенность, надежность. Вот чем заполнится. Видимо, вы будете просто вот этому надежному празднику жизни уделять внимание. Вам захочется его продлить, чтобы это было не только в уходящие дни, уходящего, точнее, года, а чтобы это качество перешло на последующий 24 год. Вот и, может быть, в зависимости от этого вы будете продумывать какую-то свою стратегию, тактику на дальний период. И, скорее всего, придете к выводу, что правда, в
в каких-то делах мне совершенно не имеет смысла участвовать. Мне себя самого надо или саму словно сохранять. А где-то и захочется закончить как и рутину, так и бесполезное ожидание. Давайте мы посмотрим, что же там за события. По королю мечей это можете быть вы сами и ваши планы, правда. Все-таки это ваша карта сигнификатор. И это статусная карта в колоде. Это карта, которая, вы знаете, вот есть такая, у меня есть и видео на этой колоде, колода добра. И там король мечей, знаете, приглашает нас вымести мусор из своей жизни, вымести как будто даже ментальные какие-то ошибки, сомнения, то, чему мы, может быть, прежде много уделяли внимания, размышляя о чем-то, вот это как будто все не имеет значения. И тут, правда, на пороге перемены сами по себе. Хотя для кого-то может проиграться конкретная возможность согласовать какой-то документ. Или, если это необходимо, проходят врачи, например, по этой карте тоже. Если, значит, что-то беспокоит, то настоятельно карта говорит, и тем более это ваш сигнификатор, удели внимание самому себе. Тут нужно разобраться конкретно, не строить доводы, догадки, а может быть пройти обследование. Для кого-то это может проиграться. Есть такое, как узкие специалисты тоже проходят по карте. Может быть, будут связаны какие-то вопросы, когда вы улучшаете ваше жилище. Может быть, вам будут и нужны какие-то специалисты по работе с металлом, например. Или проходят те, которые умеют в какой-то своей области что-то делать хорошо. И если вы не профи, вам, ну, предположим, а вам нужно решить вопросы с электрикой дома, вы можете вот таких как раз специалистов пригласить. Это тоже проходит по этой карте. У каждого своя какая-то будет история, мои дорогие. Я просто пытаюсь перечислить все возможные варианты. А для кого-то из вас, может быть, и вопросы, связанные с судом. Тогда по этой карте воспользоваться услугами. Если вы сами не юрист, то вот как раз воспользоваться услугами юриста-адвоката как будто будет важно. Тут важно не просчитаться. Логика, рационализм. Где-то отчасти и свое, может быть, ваше желание как будто продвинуть или ваше намерение, вашу цель, но сделать это красиво, элегантно, интеллектуально. Вот как-то так. Давайте мы посмотрим второе событие. Могут быть как задержки все-таки, и здесь вот это ожидание, да, нам сказала карта. По семерке пентаклей, ну, может быть задержка в деньгах, может быть краткосрочная, но нам как бы говорят, все равно вы все получите, деньги мы получаем. Но, может быть, это будет для кого-то из вас первые дни января, правда, такое может проиграться. Но если каково событие, чаще по семерке пентаклей у нас дерево как будто, и пентакли растут на дереве. Дерево это тоже один из символов где-то благополучия, стабильности. Если мы говорим, что оно уходит вглубь земли корнями, то это может быть какая-то надежная позиция. Или это ваша стратегия, которую вы будете строить на дальнейший период. И вам захочется вот так словно укрепиться основательно, мои дорогие водолеи. И тогда это у вас точно получится. Наверняка. Вот, наверное, вот этот оплот, как по четверке жезлов, праздник после победы, уверенность, якорь, и есть к этому предпосылки. Давайте третье событие мы откроем. Мои дорогие водолеи, смотрите, у вас две, по сути дела, карты, как и неожиданностей, так и быстрой смены событий, так и влияние на вас обстановки извне. То есть, где вы находитесь, и тут каждый меня из своей страны смотрит, и обстановка ведь может быть совершенно разная, но обе карты именно в этой колоде с позитивным смыслом. И даже если хоть камни с неба, значит, есть возможность какую-то такую волшебную рокировку провести, когда перед вами как раз и новые возможности открываются, колесо фортуны. Здесь чем-то не просчитаться, надеяться на самого себя, помнить, что, может быть, если вот вы что-то долго ждали, а здесь как будто оказия опять же приходит, то тогда нужно с этим провзаимодействовать быстро, не откладывая что-то на потом. По колесу фортуны мы не можем как будто себе сказать, я подумаю завтра. Надо будет подумать сегодня рационально, интеллектуально.
И, может быть, найти недостающую информацию, к примеру, как это согласуется по закону, или как в отношении меня будет работать положение, закон, или у кого-то это изменить свой статус по работе, получить новую должность. Вы можете как об этом задуматься, так и как будто события вокруг вас к этому тоже могут подталкивать. Две карты, по сути дела, перемен и карта праздника. Вот что-то удивительное такое, знаете, сам по себе драйв. Хотя у кого-то из вас, мои дорогие водолеи, карта колесница может проиграться как смена автомобиля. Правда, иногда и такое бывает. Но какие-то возможности, сюрпризы, они продолжаются. Но это то, чего вы не могли просчитать. Тут будет именно как сюрприз, оказия, какая-то счастливая возможность. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Может быть, у кого-то и в личной жизни, у кого-то это будет связано с работой или со сменой сферы деятельности. Вот такое тоже может быть. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие водолеи.